Сегодня, несмотря на то, что говорят с экранов, конечно, ситуация осложнилась. Прежде всего, связано это с коронавирусной инфекцией и осложнениями. Статистика предыдущих годов по крематорию показывает, что в летний период кремации гораздо меньше. И смертность гораздо меньше. Но только не в этом году. К сожалению, летний период июля оказался рекордный. За мою практику работы никогда такого не было. Но также надо учитывать, что помимо Новосибирской области мы также обслуживаем и другие города, поэтому мы не отказываем нашим соседним регионам, принимаем тела на кремацию. Поэтому нам приходится принимать очень мощные меры безопасности, беспрецедентные, я бы так сказал, и по воздуху, и по поверхностям, и по самим телам. Но самое главное – это после прощания перед кремацией, потому что тела не могут быть все одновременно кремированы, а их очень много. Сейчас среднее количество кремаций 30 в сутки. По техническим своим возможностям мы можем больше. Но вот пока на данный момент нам нужно пройти некий технологический регламент, и через какое-то время мы сможем больше кремировать. Но на данный момент мы сконцентрировались на сохранении тел умерших в первую очередь, чтобы можно было сохранить в оптимально безопасной обстановке. Мы использовали наш купольный зал, оборудовали системой охлаждения. И сейчас у нас как вот основное холодильное помещение для сохранения тел умерших. Кроме самой коронавирусной инфекции или вируса, присоединяется еще и трупные явления, потому что лето, температура повышенная, и, соответственно, эти процессы происходят гораздо быстрее. Поэтому для того, чтобы обеспечить безопасность, безусловно, необходима обработка всех тел. Приходится километры стрейч-пленки использовать для того, чтобы герметизировать гроб и предотвратить выход бактерий, запахов трупных жидкостей наружу из гробов. Каждый гроб после прощания оборачивается такой пленкой, тем самым обеспечивая герметичность. Ну и, конечно, это обработка химическими растворами, которые обладают бактериостатическим или бактерицидным действием, то есть либо убивают, либо замедляют рост бактерий на наших руках, на одежде, на поверхностях. Применяются дополнительные меры с помощью новых технологий. Это сухой туман, когда мы заполняем помещение туманом, содержащим дезинфектант. Ситуация серьезная. На самом деле она близка к эпидемической обстановке, хотя, в общем-то, здесь, в этом крематории, ситуация под контролем. И если вдруг так получится, что мы просто физически не будем справляться, кремировать тот объем людей, который будет у нас находиться, мы договорились с соседним регионом, с Барнаульским крематорием, для того, чтобы нас они могли подстраховать. Я призываю всех еще раз быть осторожными, на похоронах соблюдать все меры безопасности. Здесь есть и средства для того, чтобы выставить саркофаги в герметичном и с закрытой крышкой гроба. Сегодня есть все возможности для онлайн-прощания, то есть эти тоже можно возможности использовать. Ну и еще раз скажу, дополнительные меры для того, чтобы ограничить прибавление вот этих дополнительных инфекций, трупных запахов ядов к коронавирусной инфекции. Это тоже делать нужно, и здесь это делается.